Вот и лето прошло, словно и не бывало. Всем привет, с вами компания Skyboard, Андрей, Евгений и канал Электроскутеры Skyboard. Мы сегодня на мосту Золотые ворота, ну или почти что Золотые ворота. И сегодня у нас вот такие вот горячие пирожки, новиночки, вы просто посмотрите на них. Казалось бы, с первого взгляда никаких различий в них нету, но я вам открою тайну. Различия колоссальные. Сегодня на нашей кухне два брата-близнеца одинаковых с ларца, но они действительно разные, потому что это модель BR40 Trike, обновленная версия, и BR60 полностью новая модель. Кстати, если вы хотите почитать обо всех моделях или более подробно узнать о какой-либо одной модели, заходите на наш сайт skyboard.store. И, кстати, скажу вам по секрету, мы залезли вот сюда вот, и здесь нарисовали нашу рекламку. Ну а сейчас, друзья, небольшой интерактивчик для вас. Посмотрите внимательно и найдите несколько отличий. Вы сами посмотрели, может быть, нашли какие-то различия, но давайте же поговорим о схожих моментах. Как вы видите, оба байка трехколесные. На обоих моделях стоят регулируемые амортизаторы. Можно регулировать жесткость при помощи пружины, при помощи вот этой вот гайки, либо же закачивать воздух в амортизаторы. Оба байка имеют место под 3 батарейки. Кстати, это одна из главных наших новинок, и это будет нашей фишкой. На обоих байках установлены 3000-ваттные моторы. Не как на их двухколесных собратьев мотор-колеса, а моторы с редукторами и с системой дифференциалов. Ну и по комплектации. По комплектации они в принципе тоже схожи. Вместе с ними к вам придет набор инструментов. 4-амперное мощное зарядное устройство с процессором и системой охлаждения. Чехол защитный от пыли и дождя. И много всякого другого интересного. Ну сразу же здесь вы можете посмотреть, что еще. Вот такой вот пластиковый кофр. Металлическая сетка. Зарядник для телефона, он же держатель для телефона. И многое-многое другое, начиная от зеркал, заканчивая подножками. Так в чем же разница, спросите вы? А давайте это и выясним. Ну и настала пора поговорить об отличиях. Модель BR60 Trike радует нас 12-дюймовым алюминиевым литьем. Посмотрите на разницу между BR40 и BR60. Она в принципе очевидна. На данный момент мы говорим о передних колесах, но и с задними все здесь отлично. Посмотрите. Естественно, за счет разницы диаметров колес очевидна и разница в клиренсе. Мы специально воспроизвели эти колеса и сделали их в виде водной мельницы в пропорции 1 к 17. Посмотрите вот сюда. Разница примерно вот такая. Соответственно, так как колеса на этой модели больше, посадка выше. Это уже на самом деле дело вкуса. Кому-то нравится высоко сижу, далеко гляжу, а другим нравится, так сказать, уронили шоколадку. Ну и сейчас мы подходим к самому принципиальному различию, а именно к батарейкам. Давайте посмотрим. Визуально это различие определить очень сложно. Здесь разве что есть такая вот наклейка с цифрой 72 вольта. И 72 вольта это специальный вольтаж для усиленного мотора. То есть оба мотора имеют мощность 3000 Вт, но за счет увеличенного вольтажа этот мотор намного резвее, оборотистее и быстрее. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Мы устроим заезд и посмотрим, какой байк все-таки быстрее, хотя ответ наверняка очевиден.
Ну а сейчас мы подошли к модели BR40. Здесь у нас стандартные 60-вольтные батарейки. И казалось бы, зачем ставить батарейки 60 вольт, если можно поставить батарейки 72 вольта? Я вам объясню зачем. Дело в том, что мощность моторов одинаковая, но разница идет в контроллере. Контроллер оперирует этим напряжением, и данный мотор рассчитан на 60 вольт. Это мотор, напоминаю, от BR40 Trike. Тот мотор оперирует напряжением 72 вольта. Но в чем же еще одна разница? Разница в емкости. Для того, чтобы разместить эти батарейки в данной раме, в данной конструкции, нам пришлось немножко уменьшить емкость батареек. То есть здесь у нас получается 18 ампер-часов на 72 вольта. На той же модельке у нас получается 60 вольт и 20 ампер-часов. О чем это говорит? Это говорит о том, что пробег на той модели будет немножко подлиннее. Здесь же он будет намного резвее. Для чего мы это сделали? Опять же, это дело вкуса. Для кого-то может быть дистанция на плюс 30 километров, плюс 20 километров намного важнее, нежели максимальная скорость, о которой мы, кстати, говорили в нашем обзоре. Обзор вы можете посмотреть на этом канале. И это, опять же, дело вкуса. То есть, чем мы занимаемся? Мы предоставляем выбор вам, мы предоставляем различные опции, и, надеюсь, для вас это будет удобно и приятно. Я практически уверен, что большинство из вас разбирается в транспорте, разбирается в автомобилях, мотоциклах. И иногда бывают такие ситуации, когда автомобиль с меньшим объемом может за счет оборотистости обогнать автомобиль большей мощности на каком-то начальном этапе. Поэтому, возможно, на начальном этапе, на ускорении они могут быть одинаковые. Может быть, вот этот байк даже за счет того, что он немножко полегче, на ускорении, может быть, выиграет какие-то доли секунды. Мы это увидим в нашей гонке. Но мы уже провели тест такой именно тяговой мощности. Они у нас соревновались. Видео можете посмотреть на этом канале. Называется «Перетягивание каната BR40 Trike против BR60 Trike». Ну, не буду спойлерить, вы увидите, кто победил. Поэтому мы еще протестим мощность. Мы попробуем забраться в гору по бездорожью сегодня и рассказать о наших ощущениях. И также мы протестим, кто быстрее. Давайте этим и займемся. Ну и сейчас то самое испытание мощности, именно такой тяговой мощности. Посмотрите вот на этот пригорок. Я не знаю, как передает эта камера, но угол довольно-таки крутой. Мы сильно заезжать до самого верха не будем. Там стройка, собаки и сторожа, нас просто выгонят. Мы возьмем и заедем по вот этому вот самому крутому участку. И там уже посмотрим по ощущениям, может быть, это будет даже визуально заметно, какой байк мощнее. Хотя мы знаем. Ну, давайте, поехали. А первый у нас так называемый младший брат, это BR40 Trike, обновленная модель. Давайте попробуем потихоньку. Знаете, по своим ощущениям, по своему опыту могу сказать, что я бы отнес трехколесные модели к моделям, ух ты ж, внедорожным. Ну, смотрите, затянул довольно-таки легко. И вообще никаких проблем не возникло. Давайте скатимся и попробуем заехать задом. Ладно, давай попробую тронуться отсюда. Это будет довольно-таки наглядно. Поехали. Никаких проблем абсолютно не возникло. За исключением пробуксовки. Но пробуксовка это не проблема. Пробуксовка это всегда прикольно. Тоже никаких проблем не испытали, а он тянет. Я довольно-таки тяжелый, мой вес 85 килограммов, но он заехал, причем сцепление было недостаточно хорошим, с буксом он спокойно затянул. Но давайте посмотрим, что покажет наша более мощная модель. Ну а теперь попробуем это сделать на модели, у которой 72-вольтная батарейка, которая питает такой же 3000-ваттный мотор. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, сразу скажу, хочу сказать, да, что он порезвее, он реально порезвее. И сразу скажу, что высокая посадка тоже решает. Всякие вот эти вот крены и так далее, они чувствовались намного меньше, чем на том небольшом подсбитом. Теперь попробуем тронуться с того же самого места. И у меня еще есть одна догадка, я ее озвучу после того, как заеду вверх. Мне показалось, что он гребет поувереннее. Возможно, из-за того, что у него немножко побольше масса. То есть тот байк чуть-чуть полегче и, возможно, сцепление похуже. Но он действительно буксовал немножко меньше. И как бы вот этот именно толчок вверх был явно порезвее.
Ну а теперь заедем задом. Просто садимся, включаем задний ход и погнали. Еще одну такую интересную вещь заметил. Здесь контроллер работает немножко по-другому. То есть эта модель BR60 Trike назад едет не так быстро, что, соответственно, очень сильно повышает уровень безопасности. То есть если брать, в пример, BR40 Trike, на нем ручку газа крутанул, и он помчал маслать колеса со всей силы. Этот же начинает плавный старт, и это также повлияло, в принципе, на проходимость. Мы вообще без буксов заехали сюда спокойно. Ну а теперь поехали дальше и посмотрим, кто же быстрее. Ну и сейчас мы, собственно, посмотрим, кто быстрее. BR60 Trike с Евгением или BR40 Trike со мной. Мне кажется, я уже знаю ответ на этот вопрос, но мы не можем просто так взять и утверждать. Готов? Сразу на третью скорость включаем? Да, у меня готово все. Ну давай. Раз, Два, три. Так, начало бровень. Но. Ну нет. Кажется, я достиг максималки. Ага. И что и требовалось доказать? Я очень быстро достиг максимальной скорости. Но я хочу сказать, что, по-моему, старт был одинаковый абсолютно. Абсолютно одинаковый, вот тебе и разница. Может, на полсекунды я быстрее дернулся, но именно вот разгон был одинаковый. Собственно, это и ожидаемо, потому что мощность одинаковая. Именно за счет напряжения здесь достигается максимальная скорость, я думаю. Я думал, может быть, крутящий момент немножко быстрее будет. Ну, как оказалось, вполне 60. себе одинаково. Ну давай еще раз. Еще раз. Да, в обратную сторону. И махнемся байками. Ты чё? Вертишь там колесом в воздухе. Это я специально. Я не знаю, видно было на камеру или нет, но это было эпично. А первое видео мы снимали, он боялся это делать. Опыт. А сейчас на ровном месте. Давай. Ну чё? Машина. Пофиг. Раз, Пофиг. Раз, два, три. Главный разгон. Ровно. Идет. И все, начал. И у меня предел. Все. Достигать максимальной скорости. BR60 вырывается вперед. Дальше нет смысла продолжать, потому что мы видим, что они действительно параллельно едут. Но ты заметил, что я начал обгонять тебя только по достижению максимальной скорости? Да. То есть он достиг максимальной скорости, и, собственно, этот просто пошел дальше. Соответственно, на начальном этапе стартуют они абсолютно одинаково, но финишируют по-разному. Ну и задним ходом, бонусом. Бонусом? Раз, Давай. два, три. Стоп! Что? Помните, я говорил про плавный задний ход? Вот у меня и случилось. Давай, раз, два, три. Блин, у меня настолько резкий задний ход, что я прям боюсь просто. А этот очень плавный. Смотрите, я жму на максимум. Реально, небольшое дергание рулем, и я могу перевернуться на такой скорости. Ты бы отнес это к плюсу или к минусу? Допустим, плавный задний ход на этом байке. Я не думаю, что быстрый задний ход вообще нужен, в принципе. Вообще-то плюс. То есть смотри, даже если случайно я сейчас крутану резко газульку, и даже буду с повернутым рулем наворачивать круги с полным газом, я на двух колесах и чувствую себя абсолютно безопасно. Да. Продемонстрируй быстренько свой. Только не упади, пожалуйста. Блин, он очень дергает, прям вот одно и то же, что ты вперед едешь, что ты назад едешь, одинаково вообще. Ну, тогда мы отнесем это к плюсу этого байка. Ну, я думаю, нужно закругляться. Давай делать выводы. Вот и подошли к концу наши испытания. Что хотелось бы сказать. Модель BR60 Trike и модель 40 Trike. Здесь я хочу отметить максимальную скорость и плавность хода. Здесь же я хочу отметить агрессивную резкость и большую емкость батарейки. И, кстати, по поводу батареек. Мы проведем испытания данных моделей, а именно батареек 60 вольт на модели BR40 на 20 ампер
И модель B60 Trike это 72 вольта и 18 ампер. Мы проведем испытание дистанции, мы возьмем все 3 батарейки, которые можно сюда разместить, и уедем максимально далеко. Это вы увидите уже совсем скоро в следующих выпусках. Ну что же предпочитаете вы? Скорость, максимальную скорость, мощность, резвость решать вам. Во время нашего испытания мы несколько раз менялись моделями. Я ездил на BR60 Trike, я ездил на модели BR40 Trike, и BR60 мне показался немножко все-таки покомфортнее за счет более высокого клиренса. Да и в принципе красивое литье радует глаз. Чем же порадует этот байк? Конечно же, его ценой. Поэтому, если вы хотите узнать поподробнее обо всех комплектациях, ценах и о всей нашей модельной линейке, заходите на сайт skyboard.store. А если вы уже определились с выбором, то вот вам города нашего присутствия. Выбирайте магазин в вашем городе, записывайтесь, приезжайте, тестируйте, трогаете, нюхайте и покупаете вашего нового железного друга. А с вами были Андрей и Евгений, компания Skyboard. Всего хорошего, пока! Поэтому, если вы хотите узнать поподробнее об этих моделях, заходите на наш сайт saygak.coin. Находите магазин в вашем городе, звоните, записывайтесь, приезжайте, тестируете, пробуете, трогаете, нюхаете. А с вами была компания Skyboard. Не переключайтесь. Что?